Друзья, всем привет! С вами Баджер, это игра Myth Puzzles RPG. Сегодня у нас замечательное видео на очень интересную тему. Сегодня я озвучу вам свой небольшой топ по донатным предложениям в этой игре. Да, это неожиданно. Я понимаю, что все ждали там каких-то призывов или там в войну хотя бы на крайняк. Нет, как-то мысль пришла спонтанно. Мысль пришла после мифического Титана недавнего. Позже уточню почему. Но суть в чем. Я сейчас просто выскажу свое мнение и назову топ-3 донатных предложения в игре нашей, которые, в принципе, имеет смысл приобретать, если вы хотите развиваться и если вы хотите, чтобы вам чуточку легче стало играть в эту игру. Сразу скажу, что мы не затрагиваем в этом видео донатные предложения, которые касаются непосредственно там монеток, призывов всяких и вообще всего, что связано там с призывами. Это все вкусовщина. Если есть деньги, то можете тратить вообще на что хотите. И еще один так называемый дисклеймер. Скажу сразу, блин, мне карма ни одного кристаллика не дала, чтобы я тут сейчас, короче, сидел и рекламировал их игру, и там, вот, блядь, давайте там, донатьте нам, донатьте. Нет, как бы, это видео, это вовсе не призыв к донату, это просто мое субъективное мнение, как я вижу и что я думаю. И так начинаем. Начинаем мы с третьего места. Ну, будет по восходящей. То есть начнем с билетов Валхаллы. Это вот по совпадению, да, вот такое вот предложение, которое весьма нормально так стоит. Я даже не буду сейчас пересчитывать, сколько там это будет в долларах или в рублях. Это 330 гривен. Блин, сколько, хрен его знает, где-то долларов, наверное, 11, да, 12 получается. Так, до 15. Что-то такое. В общем, суть в чем? Экономия времени. Господи, какие они молодцы. Они четко написали продажный текст. Это реально, ребят, экономия времени. Valhalla у нас не так часто проходит, а конкретно один раз в месяц. За одно такое предложение вы получаете 500 кристаллов, которые уйдут на ваши нужды, куда бы вам там не хотелось их слить. И самое главное, это 100 билетиков и 10 фляг с энергией мира. Вот это вот самое главное. Если вы хотите прокачаться, прокачать свой аккаунт, насобирать себе рюкзаков, там всякой расходочки, материалов для постройки этой расходки, там, и кучу-кучу всего-всего, подформить мясо, подкачать героев, то ну, это просто идеальный вариант для того, чтобы, скажем, вложить свои деньги и сэкономить свое время. Как-то не странно, да? Даже несмотря на то, что вот мой пример, сейчас у меня, видите, аккаунт 74 уровня. За 2 дня я апнулся на 2 левела. Именно с помощью вот таких вот предложений. Да, немножко там вложился, немножко пришлось позадротить там на этих билетиках фармить. Но 2 левелапа, причем, ну, вы просто посмотрите, сколько опыта надо для левелапа сейчас на моем уровне. И прикиньте, это сколько нужно времени там, да, ресурсов потратить и нервов, чтобы апнуться. Короче, это очень большой буст для игрока, особенно если вы начинающий, и у вас там катастрофа с рюкзаками, катастрофа там с расходкой и прочим, там с новобранцами всякими и прочими там мечами, рюкзаками и так далее, то этот вариант, это очень-очень неплохо. Можно хотя бы одно предложение на Valhalla вот так купить, денек поиграть, билеты эти посливать и очень классно качнуть свой аккаунт. Это 100%. Дальше мы идем на второе место. Поднимаемся. На втором месте, ребят, я решил разместить нашу випку. Это вот такая вот штука. Это вообще я очень долго думал, а не поставить ли ее на первое место.
потому что ее же можно еще получить и бесплатно, но это другая история. Но если мы рассматриваем финансовое вложение, то VIP-ка, VIP-аккаунт, наш VIP-пропуск, это просто суперский буст для игроков, особенно начинающих. Что мы имеем за там какую-то определенную сумму денег? Кстати, очень небольшую, там буквально пару раз там сходить кофе попить. 30 кристаллов в день мы получаем каждый день. Мы получаем по 3 эмблемки в день. А эмблемки, извините меня, это как бы тоже их нужно еще где-то набирать. 3 билетика в день, которые мы, соответственно, потом сможем слить на Валхалле и еще больше прокачаться. Ну, там бонусный ежедневный призыв, это фигня полная. И самое главное, что было для меня, когда я начинал играть в эту игру, это второй строитель. Это критически важно. Если умеете грамотно планировать свое развитие вашего замка, то випка для вас просто must have. Потому что здесь реально второй строитель это самый топчик. Но очень важно уточнить, что это на начальных там, и средних этапах игры, потому что конкретно сейчас, допустим, мне одного строителя его хватает более чем. Потому что просто у меня все построено, почти там гильдия только достраивается там, до последних уровней. В чем здесь самый сок? Самый сок в том, что мы можем за месяцок вот так подкопить себе 900 кристальчиков. Это так-то уже несколько призывов халявных, да, ну как халявных, условно халявных. Мы каждый день получаем эмблемки. Это очень реально важный ресурс, и хрен где особо найдешь эти эмки в нужных количествах в нашей игре. А герои без эмблем в наше время это не герои, это суровая реалия жизни. Билетики опять-таки, это очень круто, быстренько там что-то пройти, какой-то сундук закрыть даже элементарно, как это у меня часто бывает. В общем, випка, ребята, это реально must have. Особенно если вы грамотно планируете развитие своего замка. То есть, как это было у меня, я примерно рассчитывал свою стройку так, чтобы у меня был переходящий остаток по ресурсам, там, по камням, грубо говоря, для того, чтобы у меня безостановочное производство, безостановочная стройка была. У меня постоянно что-то строилось. Там. Одно здание там построил, параллельно уже строилось второе, и, еще же параллельно достраивалось первое, я начинал опять еще что-то строить. Это очень сильно влияет на наше развитие, поэтому випка заслуженное второе место в моем хит-параде донатных предложений. И что самое я для себя выбрал, это, ребята, Одиссея. Это пропуск Одиссеи. Я думаю, что многие со мной согласятся. Если не согласятся, то напишите почему. Буду рад почитать. Одиссея стоит пропуск, по-моему, так же, как и билетики вот эти на Валхалле. По-моему, там, да, одинаковая сумма. Но, ребят, за этот пропуск мы получаем просто кучу всего. Это реально одно из самых окупаемых вообще предложений в игре. И я вам серьезно говорю, это не призыв к донату, и это не реклама доната, это реально так и есть. Просто прикиньте, сколько вы можете в днищенском магазине купить там за, вот это вот на 850 кристаллов там предложение, там за какую-то сумму денег, и прикиньте, сколько вы денег потратите, а вы потратите столько же на Одиссею, и сколько всего вы получите здесь. Условие одно, вы должны более-менее активно играть, желательно состоять в альянсе, для того, чтобы закрывать задания на войны, и желательно, конечно, на титанов, хотя титан это в нами набирается очень легко и непринужденно. И плюс, хотя бы один раз в день заходить, чтобы банально там вот эти дейлики, приключения дня закрывать. А по наградам, опять-таки, здесь очень важны монетки, кристаллы, опять-таки, которые вы можете потратить на все, что вам угодно.
Ресурсы в виде вот этих вот сундуков там с железом, мясом, монетки, фляги, расходки, опять-таки билеты, новобранцы, которые в корм пойдут, монетки Валхаллы, там прочие эмблемы, что очень важно. И тут дальше не буду все называть, но лично для меня самое интересное, самое главное, это, конечно же, 4-звездные предметы для перерождения. До них нужно дойти, но это делается легко, если вы играете постоянно. И это реально очень редкий ресурс в игре для апов наших героев на последнюю лычку. Я имею в виду пятерок, конечно же. Для кого-то может важнее там вот эти вот все белобоги с этими корги, которые ГМ нынешний. Но суть остается таковой, что если вы играете более-менее активно, если вы хотите бустануть очень жестко свой аккаунт, свой уровень игры и вообще свою игру, развитие, то «Приключения Одиссеи», вот этот вот пропуск, это реально must have. Это 100% заслуженно мое первое место по донатным предложениям вообще в игре. Опять-таки, донатные предложения, которые касаются непосредственно развития. Мы не обсуждаем сейчас какие-то там предложения по призывам там и прочим. Плюс, ребята, отдельно бонусом хотел бы еще уточнить, да даже не уточнить, а посоветовать нажать кнопочку меню, нажать магазин и посмотреть снаряжение. Вот, посмотрели, все, больше никогда сюда не возвращайтесь. Сюда точно так же. Молодцы, посмотрели, уходим отсюда навсегда. Вот здесь тоже нам абсолютно ничего не нужно. И самоцветы, это просто нонсенс. Випку мы покупаем, мы это знаем, это круто. Все остальные предложения по самоцветам за херову тучу денег это абсолютный бесполезняк. Мы можем за такие же суммы денег при желании купить себе намного более профитный какое-то там какое-то предложение донатное. Поэтому вот в этом магазине, ребят, не надо ничего покупать. Это днище. Говорю вам как человек, который первый свой донат вообще в этой игре сделал как раз таки вот в этом магазине, потому что был лох и не умел считать. Как-то так. Отдельно также еще, ребят, хотел бы бонусом подкинуть небольшой, ну, в топчик вот этот свой, да, небольшой совет для тех, кто играет в альянсах и кто, в принципе, участвует на мифическом Титане. Вот такое вот у нас еще предложение есть на Мифтите. Господи, как это прозвучало. Неважно. Короче, на мифическом Титане у нас есть чудесное предложение за достаточно умеренную цену, за которое вы получаете 500 кристальчиков, 5 единиц топовой крутой расходки. И что самое главное, и это абсолютно уникальное предложение для доната в этой игре, все ваши саловцы, все участники вашего альянса получают тоже чуть-чуть вот этой расходки. Соответственно, если у вас есть желание бить мифического Титана, если у вас альянс более-менее активен, там каждый, ну хотя бы ладно, не каждый, там хоть через одного из саловцев купит себе такое предложение, то у вас уже на выходе получается херова туча расходки. И мифического Титанчика становится бить гораздо интереснее и гораздо проще. Если он не багованный, конечно, как это было последние несколько раз. Вот, короче, это тоже очень-очень интересное предложение для доната. Тоже, в принципе, советую. Но тезисно подведем итог. На третьем месте у меня стояли билеты Валхаллы. Второе место это VIP-пропуск, VIP-ка так называемая. И топ-1 абсолютный победитель этого хит-парада это пропуск Одиссеи. Почему, я уже рассказал. Надеюсь, что видео было вам полезное. Повторюсь, это чистая субъективщина. Это не призыв к донату.
Это не реклама ни в коем случае. Поэтому, если я что-то, возможно, где-то упустил, забыл, и вам есть что добавить, то напишите это в комментарии. На этом все. С вами был Барсук. Всем всего самого лучшего. Не болейте. Пока.